Всех приветствую, обзор-анализ прогноз криптовалют. Сегодня в видео, как всегда, посмотрим несколько интересных новостей и глянем, что происходит на графиках биткоина и других альткоинов. Бывший разработчик Apple работает с Ledger над новым криптокошельком. Создатель iPod Classic придумал новый дизайн для криптокошельков Ledger, опираясь на то, как выглядит стопка наличных денег. Ledger сделал анонс нового продукта, который компания создаст вместе с бывшим разработчиком Apple Тони Фадделом, который в свое время создал оригинальный iPod. И этот криптокошелек будет называться Ledger Stacks. Новый кошелек будет иметь формат кредитной карты с большим дисплеем и поддержкой Bluetooth. Также там будет беспроводная зарядка и сенсорный экран, который будет изогнут так, чтобы на кошельке можно было выводить информацию. В Ledger также заявили, что каждое устройство оснастят магнитами, с помощью которых холодные кошельки можно соединять друг с другом, вследствие чего будет получаться такая конструкция, похожая на стопку. Планируется, что в продажу кошелек поступит в первом квартале 2023 года, а его стоимость будет примерно $280, что, конечно же, дороже предыдущих аналогов. Nano X примерно продают за $150. Также хочу порекомендовать вам отличную криптобиржу BinX. У нее сингапурская юрисдикция и нет обязательного прохождения KYC, то есть не нужно подтверждать свою личность документами, что особенно важно для трейдеров из России и Беларуси. Санкции там вас не достанут. Кроме спотовой и фьючерсной торговли криптовалютами с плечом до 125-го, на BinX можно торговать также и Форекс. Это различные валютные пары, также доступны индексы. Самые популярные из них это S&P 500, NASDAQ, Dow Jones. Также есть возможность торговли товарами, к примеру, нефтью, золотом и природным газом. Еще одной интересной особенностью биржи является копи-трейдинг. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно торговать, то можно просто выбрать трейдера из списка на платформе, и его сделки будут автоматически копироваться у вас. Ну или если вы гуру трейдинга, то можете сами стать тем, кого будут копировать, и дополнительно зарабатывать еще и на этом. А теперь скажу пару слов о бонусах для тех, кто зарегистрируется по ссылке. В описании будет уникальный кэшбэк в 25% на торговую комиссию на целых 90 дней. Регистрируйтесь по ссылке в описании и торгуйте на бирже BinX. Еще одна новость. Индонезия запустит токен для оплаты товаров и услуг, так называемый CBDC. Глава Центробанка Индонезии на этой неделе объявил о планах властей создать цифровую валюту CBDC. Таким образом, Индонезия присоединится к тем государствам, которые в рамках цифровизации платежной инфраструктуры хотят внедрить токен, привязанный к национальной денежной единице. Причем Индонезия хочет запустить такой токен, который будет совместим с CBDC других государств. В скором времени они начнут уже тестирование. Я не сторонник CBDC, и я думаю, многие люди не торопятся его использовать. И вот, например, Центробанк Нигерии снизил лимиты на снятие налички для увеличения популярности цифровой валюты, своей цифровой найры. Данная CBDC-шка в Нигерии была запущена еще в октябре 2021 года, более года назад, однако популярности она не снискала. В попытке увеличить принятие цифровой найры Центробанк страны ограничил снятие кэша. Теперь максимум в сутки для любого человека, либо организации, компании будет $45. Также есть ограничение в $225 в неделю. Если хотите больше, то берите CBDC-шки. Естественно, данные ограничения относятся только к снятию без комиссии. Если хотите больше снимать, то платите комиссию в 5%. И это только с физического лица. С юридического все 10%. Хотя цифровая найра существует уже более года, всего 0,5% населения Нигерии пользовались государственной криптовалютой. Давайте посмотрим теперь, что происходит на графике биткоина. Верну рисунки и разметку, которую вчера накидал. И здесь сходили мы по сценарию. Пока сценарий отрабатывает, я предположил, что у нас будет либо сразу снижение, либо заброс наверх и также снижение. Отработал второй вариант, был заброс наверх и получили снижение. Дальше, как вы видите, мое предположение было это рост. Посмотрим, все ли так. Может быть, чего-то изменилось, но пока также это имеет коррекционную структуру. Также мы сформировали тройку. И здесь получили повышенные объемы, откупили. Свечка неплохая для коррекции наверх, хотя бы небольшой. Поэтому здесь вероятность того, что мы развернемся отсюда и пойдем выше, она по-прежнему высока. Единственное, что можем еще раз вот так вот сходить и потом уже развернуться наверх. Пока сценарий основной для меня выглядит именно так. Целевая зона также пока без изменений на 17750 примерно. Напомню структуру, которую я размечал вчера. Предполагаю, что здесь была волна 1-2.
завершили тройку, 4 и сейчас 5 вот в этой тройке. Данная четверка может спускаться вплоть до вот сюда, до пика предполагаемой волны 1, это на 16405, но вполне вероятно может завершиться и здесь, так как структура в 3 волны уже сформирована, и неплохой вариант отсюда развернуться. При том, что здесь еще и уровень поддержки неплохой, на котором мы остановились. Я его отмечал, исходя из того, что здесь был пик волны 1 предполагаемый, но в текущем снижении, если структура моя верна, его нарушать можно, так как он относится вот к этой разволновке. То есть вот эта четверка не должна пересекать пик волны 1, а вот эта четверка может его пересекать, но не может пересекать пик волны 1 на желтой разволновке. Поэтому пока все оставляю вот так. Посмотрим, что нас ожидает в ближайшем будущем, как поведет себя цена в следующие 24 часа. Прогноз биткоина — это небольшое снижение и рост до отмеченной зоны. По эфириуму аналогичная ситуация. Также мы пришли прямо к уровню предполагаемого пика волны 1, который вчера отмечал. Не пробили его, но также мы можем еще пробивать, так как это относится вот к этому пику. Кину сюда также эту разволновку желтого цвета, чтобы отличалась от разволновки более старшего порядка. И здесь также в приоритете движение наверх после разворота вот этого нисходящего движения. Просто на обум я бы здесь не заходил, нужно дожидаться подтверждения разворота и затем уже рассматривать лонги. Посмотрим еще сейчас парочку монет. Здесь Чилис отмечал я, что хотел показать, что здесь было интересно. Цель мы выполнили, точно, вернемся на 4 часа. В предыдущих видео предположил я, что здесь у нас коррекционное движение, волна А, волна Б в 3 волны и волна С. Выполнили мы минимум, пришли к предыдущему пику. Движение здесь по-прежнему нисходящее, лои понижаются, хаи понижаются, поэтому здесь сами смотрите, конечно, брать не брать прям с текущих уровней, но я бы этого не делал, так как движение вниз может быть продолжено. Структура нисходящая, сигналов на разворот нет, есть лишь минимальные условия того, что мы завершили волну 2. Поэтому цель отработана. Теперь для того, чтобы войти в лонги, я бы дожидался заходного импульса на откате, рассмотрел лонговые позиции с целью пойти выше и стоп за основание бы поставил. Сейчас этого заходного импульса здесь нет. В комментариях попросили еще посмотреть токен ТКО. Он у нас стрельнул, потому что вышла новость. Это токен биржи, Тока Крипто, и вышла новость, что Binance ее может выкупить. Токен индонезийской криптобиржи Тока Крипто вырос на 97% в течение часа. Причиной такого сильного движения цены стали новости о том, что якобы Binance рассматривает возможность покупки данной криптобиржи. Еще ничего не купили, лишь слухи, но цена выросла достаточно неплохо. Давайте посмотрим, какие здесь перспективы есть. Неплохо выглядит. Объемы хорошие полетели наверх. Объемов таких давно не было. В самом начале такой уровень объемов был. Это где-то в апреле 2021 года. Но при всем при этом стоит быть внимательным, потому что вот, например, был памп. Сколько здесь? Также на 90 с лишним процентов помпанули и ушли вниз. Здесь можно как бы брать. Здесь ситуация получше, здесь мы не пробивали вот эту скользящую среднюю, и здесь мы ее пробили, объемы высокие, никаких тут дивергенций нет, у нас на 4 часах. Перед тем, как развернуться, было резкое падение, для того, чтобы окончательно стопы тут пособирать. Можно рассмотреть здесь трейды, основываясь на том, чтобы скупать откаты. Если на часовике глянуть, то объемы падают. И если рассчитываете на то, что данный токен полетит выше, то стопы здесь просто обязательно. Как минимум на часовике стоп вот сюда за импульс. И здесь можно рассмотреть покупку для того, чтобы пойти выше. Из-за такого дикого пампа здесь цели какие-то отмечать бессмысленно. Что здесь можно предположить? 1, 2, 3, 4, 5. Если это импульс, то мы уже посетили вот этим пиком оптимальную зону для тройки. Мы можем еще раз вернуться, потом 4 и 5. Обычно добои бывают с формированием дивергенции. Но, еще раз повторю, в любом случае, если здесь берете, стоп за основание. И ближайшие цели это предыдущий пик, а значит с текущих уровней можно попробовать поймать 30%. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал на Telegram, регистрируйтесь по ссылке в описании на бирже BinX. Всем удачной торговли и счастливо!